Кроме чуда и смерти Путина, капитуляция Украины либо переговоры, как закончится война, озвучены сценарии. Хватит ли у Трампа времени до весны, чтобы усадить Путина и Зеленского за стол переговоров, и где будет парад победы, в Москве или Киеве? Лукашенко предсказывает конец войны, критикует Трампа и получает репутационный удар от собственного шпица. Что ждет Умку и с чем связан рост зарплат в Узбекистане? Кому платят больше 6 миллионов? Всем привет! Время Прядко, коротко, четко и по делу о главных событиях дня. Все, что нужно знать, вы узнаете от меня. Буду благодарен за подписку, комментарии и репосты. Также под каждым видео жду ваших ответов на мои вопросы. Что ж, время начать. Судьба Украины висит на волоске. Как может закончиться война между Россией и Украиной? Западная пресса пишет, что есть несколько вариантов. Исключаются маловероятные сценарии, такие как внезапная смерть Путина или магическое выдворение его оккупационных войск за пределы Украины. Остаются 4 возможных исхода. Итак, сценарий номер 1 – это поражение. Если Россия решит продолжать войну и отвергнет возможность переговоров, то в случае прекращения поддержки со стороны США Украина может быть сломлена и потерпеть военное поражение. Осознавая стремление к быстрому завершению войны и помня о последствиях вывода войск из Афганистана при Байдене, Трамп будет осторожен, чтобы не допустить такого катастрофического развития событий, сказано в статье. Сценарий номер 2 – это плохой мир. Украине придется капитулировать, если не будет переговорного соглашения или поддержки со стороны США. Страна может быть разделена, Москва посадит своего человека в Киеве. Трамп не получит при этом желанной Нобелевской премии мира. Сценарий номер 3 – перемирие. Здесь все и так понятно, но война может возобновиться спустя некоторое время, ведь лишь это перемирие. Сценарий номер 4 – переговорное урегулирование. При этом сценарии США помогают Украине, и все, собственно, отлично. Кроме того, что Киев теряет часть территорий. Вероятность вернуть оккупированные Россией земли сводится практически к нулю, пишет издание. И все перечисленные варианты не очень, так себе можно сказать, для Украины, но тем не менее это лишь мнение, озвученное изданием. Как будет на самом деле, пока никто не знает, может знаете вы, напишите тогда в комментариях. Дональд Трамп заявил, что намерен положить конец войне в Украине уже этой весной. Об этом также трубит западная пресса. Некоторые СМИ ранее писали, что может наступить мир на Пасху, то есть к 20 апреля, а Путин хотел бы победы к 9 мая, чтобы преподнести россиянам так называемый подарок. Ведь эта дата для Путина сакральна. Как известно, недавно Трамп упрекнул Владимира Путина в продолжающихся нападениях на Украину и отметил, что готов продолжать оказывать военную помощь Украине, пока война не завершится. Трамп также выразил недовольство в адрес Зеленского, подчеркнув, что тот, далее цитата, «не ангел». В силах обороны Украины прокомментировали ситуацию в Великой Новоселке, о захвате которой накануне заявляли войска РФ. Один из спикеров ВСУ, Виктор Трегубов, уверяет, что говорить о захвате поселка российскими войсками пока рано. Россияне там появились вчера, но это не центр. Они установили флаг на котельной возле стадиона «Колос», говорится в официальном сообщении от ВСУ. Трегубов отметил также, что не может раскрывать подробности перемещения украинских войск, чтобы не навредить оборонной операции. В 110-й отдельной мотострелковой бригаде говорят, что угрозы окружения нет, а бои в поселке продолжаются. В районах, где была угроза окружения, украинские войска воспользовались погодными условиями и успешно вышли. По данным мониторингового канала Deep State, российская армия почти полностью захватила Великую Новоселку. В так называемой серой зоне, то есть зоне, которая пока никому не принадлежит, остается небольшой участок северо-западной окраины этого поселка. Некоторые украинские военные говорят о возможном окружении в южной части. Над выборами Лукашенко смеется западный мир. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с жестким заявлением, обвиняя Лукашенко в узурпации власти. В своем посте в социальной сети X она назвала лукашенковские выборы вопиющим оскорблением демократии. Каллас подчеркнула, что Лукашенко, удерживающий власть уже более 30 лет, не имеет никакой легитимности. Сам же Лукашенко накануне принялся публично осуждать поведение Трампа и
делать свои прогнозы на будущее. Он заявил, что в этом году на горизонте появится свет в конце тоннеля, предвещающий окончание войны в Украине. И, по словам диктатора, США не смогут заставить Россию действовать в своих интересах. Лукашенко также считает, что позиция России имеет решающее значение, и ни Америка, ни сам Трамп не смогут вынудить Путина принимать решения, невыгодные для него. Лукашенко добавил, что хотя конфликт может затянуться, развязка станет очевидной, напомню, уже в текущем году. Дональд классный артист, актер, он шоумен, бизнесмен и прочее, очень классный. Он умеет это делать. Мы тоже это умеем делать, но он еще, понимаете, у него характер такой, что не стесняется это делать. Вот я некоторые вещи при своей открытости постеснялся поговорить, а он нет. Он открыто, это и танцует, саблей махает, там еще чего-то. Ну, слушай, ну ты президент такой страны, ты уже должен думать о том, как по ту сторону экрана тебя оценят. Пример того, как должен вести себя глава государства, чтобы его правильно восприняли по ту сторону экрана, не заставил себя долго ждать. На избирательном участке, куда явился белорусский диктатор, не обошлось без происшествия, которое, несомненно, не могли бы допустить даже пиарщики Трампа. Шпиц Лукашенко по кличке Умка продемонстрировал, кто в доме хозяин. На видеозаписи запечатлено, как пес метит дверной проем. И напоследок о росте зарплат в Узбекистане. В 2024 году средняя зарплата в стране составила 5,3 миллиона сумов, что на 17,4% больше, чем в прошлом году. В Ташкенте самая высокая зарплата — это 9 миллионов сумов, а в других областях также отмечены хорошие показатели. Например, в Новоильской области 6,7 миллионов сумов. Самый быстрый рост зарплат наблюдался в Ташкенте и Самарканде. В самых высокооплачиваемых сферах, таких как банки, страхование, информационные технологии, сейчас можно заработать 15,5 миллионов сумов. В то же время в образовании и медицине зарплаты остались самыми низкими, около 3,5 миллионов сумов. Зрители из Узбекистана, а вы ощутили на себе улучшение или инфляция пожирает все и даже увеличение зарплаты? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр, лайк и за ответы на мои вопросы. Если вы досмотрели до этого момента, говорю вам огромное спасибо и прошу подписаться, чтобы всегда быть в курсе важных новостей. Подписка также важна и для меня, и для продвижения видео в сети. Конечно, ваша поддержка помогает нам развиваться. До встречи!